старом районе города, где пятиэтажки плотно прижимались друг к другу, а дворы заросли вековыми кленами, Елена была известна как единственная, кто сумел подружиться с огромным вечно взъерошенным вороном, которого она прозвала Абрахамом. Все началось с обычного любопытства. Птица часто приземлялась на перила ее открытого балкона, наблюдая за женщиной сквозь стекло, пока однажды та не оставила для него горсть несоленых орехов. В знак признательности спустя неделю Абрахам оставил на подоконнике свое первое подношение – потемневшее от времени золотое кольцо, которое Елена, посчитав обычной безделушкой, просто положила в пустую шкатулку. «Абрахам, ты где это находишь? Неужели ты решил сделать меня своей сообщницей?» В шутку спрашивала она птицу, пока та деловито пересчитывала новые зерна на блюдце, совершенно не обращая внимания на человеческие вопросы. Однако забава начала превращаться в нечто пугающее, когда дары стали появляться почти каждое утро. За кольцом последовала сережка с крошечным бриллиантом, затем тонкая золотая цепочка, звенья которой были странно перекручены, словно их сорвали с чьей-то шеи силой. Елена чувствовала, как внутри нее растет необъяснимая тревога, особенно когда замечала на себе пристальный тяжелый взгляд соседа с третьего этажа, нелюдимого мужчины по имени Игорь, который в последние недели стал подозрительно часто курить на лестничной клетке, наблюдая за полетами Абрахама. «Вы бы поосторожнее с этой птицей, Елена Павловна, вороны, существа нечистые, они приносят в дом только несчастье и чужие беды», бросил он однажды своим надтреснутым голосом, и в его глазах женщина внезапно увидела не просто неприязнь, а настоящий ледяной страх. Кульминация наступила туманным ноябрьским утром, когда Абрахам прилетел на балкон не один, а с массивным золотым медальоном в клюве, который он с глухим стуком бросил на стол прямо перед Еленой. Когда она дрожащими руками открыла створки украшения, ее сердце едва не остановилось. Изнутри на нее смотрело лицо молодой женщины, пропавшей из их дома ровно 3 года назад, а на самой золотой кромке запеклась темная, почти черная капля, которую невозможно было спутать ни с чем другим. Осознав, что Абрахам все это время приносил ей вещи из тайника, спрятанного где-то в вентиляционной шахте дома, Елена немедленно набрала номер полиции, и уже через час оцепленный двор превратился в место проведения масштабной спецоперации. Обыск в квартире Игоря вскрыл ужасающую правду. Под половицами в спальне хранились остальные вещи пропавшей, а ворон, который все это время наблюдал за убийцей через окно, просто решил восстановить справедливость, возвращая украденная жизнь за жизнью. Когда соседа выводили в наручниках, Абрахам сидел на верхушке старого клена и издал громкое торжествующее карканье, которое прозвучало для всех присутствующих как окончательный приговор, приведенный в исполнение самой природой. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.